Привет, меня зовут Даниил, и это 6-й выпуск Distortions, который посвящен Boss OS2 Overdrive Distortion. Педаль это не настолько популярна, как Boss DS1 или Boss SD1 или тем более Metal Zone, но она выпускается до сих пор, выпускается, между прочим, с 91 года. Мой экземпляр конкретно, ему уже лет 15, и да, я за это время так и не научился играть на гитаре, это Дарбаля. В общем-то, это была самая первая гитарная педаль, которую я себе купил. И, честно говоря, педаль эту я не понял. Купил я ее потому, что педаль эта обещала универсальность. Overdrive, Distortion, то есть 2 в одном. И на самом деле это правда. То есть в схеме этой педали фактически 2 схемы в одной. Про схему потом. В общем, педаль эту я положил на полку вскоре, потому что я купил Metal Zone. И вот она на полке так и лежала долгое время. И я не один такой. Что же могло пойти не так? Оказывается, 4 ручки это слишком много, слишком сложно. Для начала я должен небольшое отступление сделать и объяснить, как я в принципе настраиваю педаль дисторшена или овердрайва, любую, чтобы было понятно, в чем тут дело. Я обычно ставлю ручки гейна, громкости на середину примерно, и затем я включаю и выключаю педаль, проверяя количество верхних частот в чистом сигнале и в искаженном, и пытаюсь его выправить так, чтобы оно было примерно одинаковым, чисто на слух. То есть вот слышу, что-то мутно, да? Надо прибавить, значит. Не, это слишком много, да? Значит, убавляю. Все еще как-то. И вот как-то так. Если вы смотрели предыдущие выпуски Distortions, то вы могли заметить, что я никогда не кручу ручку тон. То есть она во всех примерах, ручка тон стоит у меня в одинаковом положении. И вот здесь вот, по управлению, да, видно, что здесь все те же самые ручки, то есть громкость, тон и драйв, но здесь есть еще ручка Color, которая, собственно, смешивает Distortion и Overdrive. В этом положении она полностью в режиме овердрайва, в этом полностью в режиме дисторшена. Но дело в том, что самые интересные звуки как раз у нее получаются, когда мы что-то выбираем в середине. И вот тут такой неочевидный момент, то что дисторшн, когда мы приближаемся в сторону дисторшн, у нас увеличивается количество верхов. И поэтому что я в итоге начал делать? Если я выкручиваю дальше в сторону дисторшн, то я уменьшаю тон. И вот тогда у меня получается примерно тот самый баланс между чистым звуком и перегруженным.
Вот, собственно, эти два нюанса. Во-первых, то, что в крайних положениях это не такой уж интересный звук, хотя его можно использовать. Вот. Но, во-вторых, это вот то, что ручку тона и ручку color надо крутить вместе. Педаль выдает чистый более-менее звук, ну, на моих датчиках, да, с моей гитарой, только в режиме overdrive. Но если мы выкрутим в сторону distortion, то мы получим он такой как бы чистый, но как бы подгруженный компрессор. И следующий пример, так же как во всех предыдущих выпусках, и пятый пример, да, он записан на нековом датчике в отсечке. Там как раз будет вот как бы чистый звук через эту педаль. Давайте посмотрим на схему. Здесь вот схема в статье про мод этой педали. Она немножко не полная, эта схема, но здесь нету фактически гнезд там и всего такого. Но основная часть здесь есть. И здесь видно, что действительно здесь две как бы независимые части. Overdrive и distortion. Сигнал на входе раздваивается и идет в overdrive и в distortion, и потом он смешивается. Причем overdrive здесь на 3 диодах, то есть это асимметричное ограничение, как у Boss SD1, например. В отличие от Tube Screamer, вот в этом плане Tube Screamer менее интересный, наверное, звук дает, чем SD1. Ну и чем предположительно вот этот overdrive, ну хотя на вкус и цвет. Вот, ну что интересно, здесь есть два как бы потенциометра, которые вот соединены между собой. То есть фактически на ручке гейна, на ручке drive, как она называется, там два потенциометра в одном корпусе. Два потенциометра на одной ручке, которые регулируют одновременно гейн и в дисторшене, и в овердрайве. Дальше здесь вот что тоже было для меня немножко необычно, это как смешиваются вот эти вот сигналы. То есть я думал, что там применяется делитель напряжения, ну, что там стоит потенциометр, который работает просто как делитель напряжения между схемой овердрайва и схемой дисторшена, и он как бы смешивает их в зависимости от того, как вы крутите ручку. Но оказалось здесь все немножко хитрее. Да, если я правильно понимаю эту схему, то вот это сигнал с дисторшена, да, вот это сигнал с овердрайва, то в положении, когда полностью ручка выкручена в овердрайв, то дисторшн на выход не проходит, потому что он идет на землю через вот этот конденсатор. Но в положении дисторшн все равно проходит, ну, где-то примерно в соотношении 1 к 8 сигнал с овердрайва на выход. Я, конечно, так себе спец в радиоэлектронике, поэтому могу ошибаться, но вот мне кажется, что так. Ну, темброблок, да, здесь вот общий, то есть этот, где он здесь? Это level у нас и вот тон, да. То есть уже вот на этой точке, когда смешиваются overdrive и distortion, там дальше уже схема общая. Но на входе и у дисторшена, и у овердрайва, да, здесь есть свои фильтры. Вот такая вот интересная схема.
Да, темброблок тоже вот интересно сделан в этой педали. Он реализован в стиле качелей, так называемых. Когда мы добавляем верхних частот, мы убираем нижних, и когда мы добавляем нижние, мы убираем верхних. Вот из-за этого, кстати, если настраивать педаль так, как вот я ее настраиваю, так как я предлагаю это делать, то есть в положении Distortion мы уменьшаем тон, в положении Overdrive мы его добавляем, то получается, что в положении Distortion педаль выдает больше басов также. В этой статье, из которой вот, мы смотрели схему, здесь, кстати, автор предлагает несколько модов для этой педали. Ну, касаются они в основном фильтров. Можете почитать сами, да, URL увидите. Ну, вот что интересно мне лично было бы, моя педаль стоковая, я ее модифицировать, наверное, не собираюсь. Вот, но было бы интересно заменить вот этот сдвоенный потенциометр гейна на такой сдвоенный, у которого также две ручки, вот как у Metal Zone есть такие потенциометры с двумя крутилочками маленькими, одна на другой. Но я не знаю, где такие потенциометры купить, если честно. На Алиэкспрессе я таких не видел, может быть, плохо искал. Если кто-то знает, можете написать в комментариях. Ну, а на этом у меня все. Играйте музыку, будьте здоровы. Всего доброго.